Лобковский, взрослым о взрослых. Тема сегодня интересная, такой у нас еще не было. Это зависимость от мнения окружающих. Тема интереснейшая, потому что многие люди так и живут в зависимости от мнения окружающих. Когда они одеваются утром, например, то они не просто так одеваются, они думают, как я буду выглядеть в глазах окружающих. Есть смешные истории про женщин, которые не могут выйти на улицу не накрашенными, вообще даже вот за хлебом. Есть история про мужчин, которые всегда даже спрашивают, типа, вот правильно я сделал, неправильно, вот так я иду как бы той дорогой, не той. То есть люди, которые вообще очень подвешены на мнение других людей. У женщин есть еще, помимо окружающих, еще есть дополнительный бонус. Женская самооценка, она напрямую связана с мнением мужчин по поводу женщин. То есть помимо вообще людей, которые проходят вокруг, и с которыми, может быть, никогда больше не встретитесь, но именно для них вы одеваетесь, шучу. И есть еще мужчины, мнение которых для вас важно. Притом важно не вообще мнение какое-то, а нравитесь вы им или не нравитесь. Вот такая вот интересная проблема. Ну, во-первых, это проблема про тревожность. Во-вторых, это проблема про низкую самооценку, про неуверенность, про сложности с принятием собственных решений, со сложностями высказывания и вообще наличия своего мнения и так далее. Я даже обратил внимание, что я когда... Ну, у меня тоже такое всю жизнь было. Вот если у меня какая-то девчонка, например, я вот думаю, она красивая. Но мне важно, чтобы мне другие сказали, типа, Михаил, у тебя такая клевая девчонка. И тогда я начинаю считать, что она реально красивая. А если они не скажут, а если еще скажут страшное, я вообще даже не знаю, что про нее думать. Так что не одни женщины этим страдают. Откуда растут ноги? Между прочим, это и первый вопрос. Он примерно по-другому звучит, но по смыслу понятно. Как не сформировать у ребенка зависимость от мнения окружающих? То есть это напрямую связано. Алло. Да, здрасте, да. Как вас зовут? Меня зовут Ксения. Ксения, прямо не в бровь, а в глаз. Вот прямо я еще рот открыл, а вы уже вопрос задаете по делу. Сформулируйте его вслух. Я задавала конкретно вопрос о том, как не сформировать у ребенка зависимость как раз от мнения окружающих. Потому что я это замечаю, например, у своей 10-летней дочери уже. А как это выражается у нее и от чьего мнения она зависит? Она зависит от мнения своих друзей, она зависит от мнения своей учительницы, которую она очень любит, ну и, конечно же, от моего. Хотя бы на это я пытаюсь влиять, что она должна делать то, что она хочет, но вот как это зависит, чтобы она не зависела от мнения своих друзей и школьной учительницы, я не совсем пока понимаю. Давайте разбираться. Спасибо, хороший вопрос. Это прямо с детства самое правильное было бы и начать. Итак, откуда растут эти ноги? Ноги зависимости от мнения окружающих. Первое, это сами родители, люди в себе не очень уверенные, а когда у вас самооценка не очень высокая, вы автоматически переходите в разряд зависимых от мнения окружающих. Почему? А своего мнения нету. Более того, есть люди, которых вы считаете, более, это называется в психологии референтные группы, то есть люди, которые пользуются у вас авторитетом, уважением, которых вы считаете значимыми для принятия каких-то решений. Вот если ребенок рождается в семье, где родители люди неуверенные, то они своим поведением формируют у ребенка ровно вот это вот состояние. Мам, это правильно, мам, нормально, мам, я хорошо сделал, мам. Дарья, это сам, я помню, как это. Яша, я замерз? Нет, говорит, обедать. Вот это что-то из этого духа. То есть это вторая причина. Первая – это родители неуверенные. Вторая причина – это гиперопекаемые родители. Когда они берут ребенка на руки, выносят его из подъезда на руках, дальше дело происходит зимой, они его прямо с рук кладут на санки. Дальше он так, продолжая, не двигая ногами, на санках доезжать до качели, дальше они его пересаживают на качели, и дальше в обратном порядке и домой. Вот такие опекаемые дети, они не имеют своего мнения, потому что родители просто отбивают, еще часто и бабушки, кстати, не только родители, отбивают вообще всякую инициативу ребенка. Он вообще никогда сам решение не принимает, он знает,
то есть родители знают, что он хочет есть, в чем он ходит, в чем он должен ходить, когда он должен спать. Вот все, что родители говорят, он исполнительно делает и растет человеком без своего мнения. И очень зависит от мнения окружающих. Следующая история. Родители агрессивные, они подавляют ребенка, они постоянно критикуют ребенка, они недовольны ребенком. И ребенок привыкает к тому, что он какой-то недоделанный, что-то с ним не так, он неправильный, он вообще не знает, как правильно, вообще он не умный. Вот есть взрослые люди, они, конечно, точно знают, как правильно, а родители, в принципе, это ему с детства и внушили. И в результате таких действий это еще одна причина, почему человек растет таким вот зависимым. Теперь, что с этим счастьем делать? Как не воспитать у ребенка зависимость от мнения окружающих? Первое, он должен иметь относительно своего возраста определенную свободу. Он имеет право высказывать свое мнение по поводу самых простых вещей. Например, что он хочет на завтрак. А когда ему 5 или 6 лет, и вы идете с ним в магазин покупать ему, например, одежду, он может принимать участие в выборе в рамках вашего бюджета и того, что вы хотите купить. Он может сказать про цвет, про фасончик, что-нибудь такое, что выражало его мнение собственное. Когда вы его наказываете, вы его не ставите в тупик, что вот что-то произошло, и он даже не понял, в чем он, может быть, не прав, но его уже наказали, он плачет, и все, что он знает про себя, что не понимая за что, он просто наказанный. А наказывать так, чтобы он личностно рос при этом, чтобы он мог принимать решения, чтобы он имел собственное мнение, это несложно. Вы для этого должны ему сказать: сынок, если ты сейчас не уберешь за собой игрушки, то я прямо вижу по им кислым мордам, что они обидятся на тебя, и буквально завтра ты встаешь, а игрушек нету. Ну, не всех, конечно, не убранных, потому что они же сегодня напрягаются, что они валяются у всех под ногами. Ребенок и есть ребенок, конечно же, он не понимает, что ему говорят с первого раза, и не надо ему понимать. Он ложится спать, утром он просыпается, игрушек нету. Где, говорит, игрушки? А мама говорит: я же тебе вчера еще объяснила, что из-за того, что ты к ним не так обращаешься грубо, они обиделись. И они будут дальше смотреть издалека, как ты с другими игрушками себя ведешь. Может, они, конечно, и вернутся, но если они видят, что ты другие игрушки разбрасываешь, они точно к тебе не придут, зато уйдут те, которых ты разбрасываешь дальше. Пожалуйста. Или уроки. Многие прямо мозг выносят с этими уроками. Приходят с работы, начинаются конфликты. Мы еще не сделали, давай садись. Зачем? У ребенка есть какие-то свои интересы в жизни. Мультфильмы, гаджеты, погулять, поиграть, все что угодно. При этом он должен лечь спать, поужинать, помыться, ему завтра в школу идти. Поэтому родители вообще не трогая уроков, говорят ему: слушай, ну ты делай, конечно, когда хочешь, но в 7 часов мы идем ужинать, а в 9 часов мы идем спать. А ты хотел, я не знаю, там, посмотреть мультфильмы. Спокойки, в конце концов, любимые. Но если уроки не сделаны, ты не сможешь смотреть, потому что между ужином и сном ты, видимо, будешь делать уроки. И дальше родители вообще даже не знают, стал он делать днем уроки, не стал он делать днем уроки. Просто когда наступает время Че, и уроки не сделаны, никаких гаджетов, никаких мультфильмов, мы смело идем перед сном доделывать уроки. И вот тогда ребенок начинает сам думать, когда ему лучше делать уроки, чтобы спокойно вечером поиграть. И сам принимает решение. Когда ребенку говорят, что ты можешь, у тебя получится, ты справишься, а он бежит к маме. Даже знаете, какая вот смешная история? Ребенок, например, бежит и падает. Дальше, если вы спокойно стоите и плюете в потолок, он, может быть, даже не заплачет. Потому что он реагирует на маму, а мама спокойна, значит, он думает, что ему даже и не больно. Но когда мама подбегает, берет его, хватает на руки, целует, говорит: где болит? Он начинает нервничать, он реально решает нереальные проблемы. И он начинает рыдать. Вот когда вы будете давать ему самостоятельность, когда вы дадите ему возможность самому выбирать, когда вы будете спрашивать, что он хочет хотя бы на завтрак, глазунью, омлет или что-нибудь еще, при этом все это будет сделано из яиц,
но он внутри этого будет выбирать, вот тогда он будет все менее и менее зависеть от мнения окружающих. Но мое мнение, что самое эффективное – это личность родителей. Если родители сами люди независимые, если родители сами принимают решения, не переспрашивают, всем не перезванивают, то ребенок, растя в такой семье, вырастает независимым. А мы поехали дальше. У нас есть еще звонок, если это можно назвать звонком, конечно. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Как вас зовут? Меня зовут Гузель. Гузель, я весь одно большое ухо. Ага. Я как раз сейчас слышала очень с большим интересом то, как нужно воспитывать ребенка. Вот как раз-таки у меня, скорее всего, абсолютно противоположный был вид воспитания. Возможно, в этом проблема. Ну так вот, мой вопрос. Смотрите, у меня есть мужчина, мне сейчас 30 лет, у нас небольшая разница. И вот недавно произошла такая ситуация, когда мы сидели в кафе, я услышала, что там рядышком сидела группа молодых ребят, и они начали меня обсуждать, называя там содержанкой и использовали другие подобные выражения. В общем, в итоге все дошло до того, что я очень расстроилась, вышла в туалет поплакать, вернулась домой, тоже поплакала, причем долго. Вот. Вопрос, как научиться игнорировать мнение чужих людей, которые, в принципе, мнение которых, в принципе, и ничего не значит для меня. То есть не должно значить. Но вы понимаете, в чем дело? Это неприятно было бы даже самому независимому человеку. Поэтому вот в этой ситуации, как быть, может быть, надо было подойти и сказать, что мне не хочется это. Тут нельзя выражения всякие употреблять. Вы меня слышите? Да, я слышу. Да, что я не хочу это слышать. А в связи с чем вдруг они на вас так наехали? Да, нет, они просто, я услышала, видимо, они нас увидели, то есть, что, то есть пара сидит с разницей в возрасте и решили, видимо, пообсуждать в своей узкой компании молодых ребят. Ну, сказали, мальчики, не завидуйте. Что-то в этом духе. Но, видимо, причина, по которой вы заплакали, не в том, что они вас обсуждали, а в том, что для вас это тоже больная тема. Или я не прав? Наверное, вы правы, да, тоже отчасти. Вы сами об этом думаете? Ну, наверное, да. А вы немного. понимаете, что вы думаете как раз, глядя на окружающих? То есть вы не думаете, как вам с мужчиной, да? Вы думаете, что другие об этом думают. А другие прямо, вот они, пожалуйста. Здесь содержанка. И вы сразу же так попали на больное место, начинаете реагировать. Поэтому, если вы хотите быть независимой, то вы должны вообще не думать о том, как вы в своей паре воспринимаетесь со стороны. Но вообще я хочу сказать, это кто-то из мудрых людей в свое время высказал такую мысль, что мы тратим кучу времени и денег, и косметики, и всего чего угодно, чтобы доказать что-то людям, которых мы никогда в жизни больше не увидим. А сейчас пример из жизни. Папа нашего Вити Набатова, Кирилл Набатов, в свое время делал потрясающие программы, я ее обожал. Она называлась «Адамово яблоко». И в этом «Адамовом яблоке» были сюжеты. А это вообще «Адамово яблоко» — это все про мужчин программа была. Мне запомнилась программа с советами, как мужчине постирать рубашку и погладить без утюга и без стиральной машины, даже без тазика. Значит, надо было взять рубашку, положить ее в ванну, походить по ней ногами, а потом ее встряхнуть интенсивно. Она после этого будет и высохшей, и фактически разглаженной. Но там много смешного было. Был такой эпизод описан. Значит, Набатов-старший рассказывает. Дело было в Ленинградском ЗАГСе. Пришел в этот Ленинградский ЗАГС человек лет 80. С невестой молодой, лет 20. Говорит, вот мы хотим расписаться. А работники ЗАГСа говорят, мужчина, вы что, шутите, что ли? Мы вас не будем расписывать. Мы же все понимаем, что она за прописку хочет выйти замуж за вас. Он замолчал, присел на корточки, выпрыгнул и, сделав, и вот я сейчас детали, то ли сальто в воздухе сделал, приземлился на обе ноги на стойку ЗАГСа. Это примерно метр от земли. Они все посидели от такой картины и молча их расписали. Оказалось, что этот спортсмен, он действительно спортсмен, работал еще в коллективе у Утесова и действительно был гимнастом. Вот, так что в жизни бывает всякое. Но я что хочу сказать, не надо просто обращать внимание на других людей.
У нас звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Как вас зовут? Меня зовут Яна, мне 31 год. Вопрос у меня такой, про детей опять. Есть ребенок, которому 5 лет. Я ему даю достаточно много свободы, вплоть до того, что он у меня ходит гулять один. Да ладно, 5 лет один гулять ходит? Но мы живем в таком специфическом месте. То есть он не в соседнюю комнату уходит гулять один, а прямо на улицу? Ну, прямо на улицу, как все мы выходили в наше детство, в 90-е гулять одни в одном. 5 лет нет, это перебор. Не думаю, что... Я не помню, когда мне было 5 лет, и боюсь, что меня вряд ли бы выпустили в 5 лет одного. В 7 уже, да, гулял, но не в 5. Так, ну рассказывайте дальше. Вот, вопрос, собственно. Нормально ли, что ребенок, честно говоря, клал вообще на мнение окружающих совсем? Не просто нормально, идеально. Вот у меня дочь родная, у нее вообще нет авторитетов. Это очень смешно выглядит. А у меня были всегда авторитеты в жизни. Но теперь, когда я вылечился, я ее стал понимать, у меня тоже нет авторитетов. То есть мне человек там или нравится, или не нравится. Уважаю, не уважаю. Есть какие-то кумиры, в том смысле, что я внутренне считаю, что они мне кумиры. Это вообще, как говорят на заводе, неформальные лидеры. Так вот, я считаю это прекрасно, когда человек сам по себе. Понимаете? Это да. Но это, в принципе, да, просто, знаете, какие-то такие у меня педагогические вопросы возникают из оперы. Ребенок не слушается педагога в детском саду. Ну, наверное, это проблема педагога, что он не смог поставить себя для должным образом. Нет, не слушаться и не иметь авторитет, это не одно и то же. Потому что если какие-то разумные рамки, да, там мы идем есть. Там я есть не хочу. Я понимаю, что ты не хочешь есть. Но так как все остальные едят, некого тебя тут пасти. Сиди за столом, не ешь, но сиди, чтобы я тебя видел, потому что ты не можешь гулять, потому что я за тебя отвечаю. А другой воспитательницы у меня нету, который будет тебя выпасывать отдельно. Вот такая логика, понимаете, да? А так не хочешь, не ешь. Какие-то нормы вежливого поведения в обществе. Вы знаете, как говорят в основе по-людски, мы с вами по-человечески. Когда я работал в школе, у нас была такая история. Учителя возмущались, что дети с ними не здороваются. А я говорю, слушайте, а вы что, с ними здороваетесь, что ли? Они говорят, они дети, они обязаны первые здороваться. Я говорю, может быть, вы и правы. Но чтобы они научились здороваться первыми, надо подать пример. Так вот, снобизм учителей и взрослых таков, что непонятно, кто должен детей научить здороваться первыми. Только крича на них, типа, ты почему не здороваешься, скотина? Я твоя учительница. Нет. Когда они приходят в школу, учителям говорят, здравствуй, Петя. То этот Петя уже через неделю будет говорить, здрасте, Марья Ивановна. Понимаете, да? Как это работает? Все, да, у нас женщина уже не на проводе, не на связи. Это интересно. Однажды у нас был такой случай. Я отдал свою дочь, ей было лет, наверное, не знаю, 5-6 лет, 7, может быть, немного. В религиозный, значит, иудаистский детский сад. Ну, такой, типа, между лагерем и садом. И, естественно, у них с утра молитвы. Она выходила... Как выглядят дети, у которых нет авторитета? Она выходила перед строем и говорила, дети, вы не обязаны молиться, если вы не верите в Бога. Мне тут же позвонил заведующий и сказал, так, заберите, пожалуйста, своего ребенка, он нам тут все портит. Вот. Мария, 30 лет, Ижевск. Очень завишу от пения окружающих. Все время стремлюсь понравиться окружающим коллегам, а всем потом отрываясь, с мужем скандалю, детей калачу. Плохо. Плохо, что колотите, Мария, что слово «калачу» пишете с буквой «ю». Лучше все-таки с буквой «у», мне кажется, было бы правильно. Теперь давайте разберемся. Мария ни о чем не спрашивает, просто я хочу рассказать о желании понравиться. Вот зависимость от мнения окружающих напрямую связана с желанием понравиться. Вот вы знаете, есть такое нарциссическое расстройство. Все думают почему-то, потому что не психологи они все, что это прямо, человек прямо влюблен в себя. Все прямо наоборот. Он себя вообще не воспринимает. У него самооценка ниже некуда уже. Но за счет того, что он живет обожанием масс, он на их мнение держится. Вот такие люди, они всегда хотят нравиться, они хотят любой ценой завоевать любовь окружающих.
Они не говорят людям «нет», они все время смотрят всем в глаза. Вот иногда я очень часто раньше ел, такой есть ресторан закрытый, он, по-моему, сейчас и Центральный дом литераторов. Такой актерский клуб закрытый. И вот заходишь, и актеры прямо тебе в глаза смотрят, потому что они хотят понять, ты их узнал, первое, ну, естественно, поздоровайся, скотина, если ты узнал. Не надо вот так вот морду кирпичом делать. А когда ты проходишь, не здоровайся, у них трагедия. Их что, не узнали, что ли? Они часто садятся у входа и жадно ловят глаза тех, кто приходит. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгения, мне 30 лет, я из Москвы. Да, И я в вашем описании, вот как не надо себя вести с детьми, узнала себя в качестве ребенка. То есть меня родители, наоборот, не опекали, но все за меня решали. Что я буду есть на завтрак, иногда с применением физической силы, что я буду носить, там, вот это практично, я говорю, а мне вот это нравится. Нет, это не практично, это вот не пойдет, или вообще за братом донашивать. Угу. И вот сейчас я выросла, я понимаю эту проблему, и я не могу сказать, что я сильно завишу от мнения окружающих, но я до сих пор завишу от мнения своей матери, которой все не нравится. Что я готовлю, ну, когда она там в гости приезжает, или я там приезжаю, ей что-то приготовлю. Что я ей дарю, что я делаю, правильно я делаю, неправильно я делаю. И все это на фоне конкуренции с старшим братом, которого, ну, она любит больше. Я понимаю проблему, но я не понимаю, как мне с ней справиться. Я, говорю себе, что я приму эту ситуацию, но я не могу ее принять. А как принять ситуацию? Что такое ваше понимание принять такую ситуацию? Объясните мне. Ну, просто понять раз и навсегда, что я не буду конкурировать с братом за ее внимание, не буду с ней советоваться. Вы знаете, пока вы считаете, что она любит брата больше, чем вас, вы все время находитесь в этой истории. Понимаете, да? Или не очень? Ваша главная проблема... Она не перестанет делать по-другому. Нет, вы сейчас не про маму, мы сейчас про вас говорим. Еще раз медленно. Ваша проблема в том, что вы считаете главной причиной вашего поведения не то, что мама вас заставляла что-то покупать и есть, а потому что вы считаете, что она любит брата больше. Как только вы перестанете думать, что она любит брата больше, вас отпустит. Это первое. Второе. А вы можете ей ничего не готовить и ничего не дарить, если ей не нравится. Зачем так надрываться-то? Ну, не нравится, ну, мам, а где подарок, мам, зачем? Тебе же все не нравится. А что ты мне не приготовишь? Нет. В чем проблема-то? Ну, я понимаю, что вы говорите, да, но это будет конфликт. Ну, будет конфликт, конечно. Опять. Ну, нет. Вот про брата. Как? Просто мне сказать, что она его не любит больше? Она нас любит одинаково? Я думаю, что, во-первых, она вас любит одинаково. Просто вы старше или младшая? Я младшая. Вот, вам кажется, что брату отношения лучше. У нас сейчас просто время заканчивается. Когда вы так думать не будете, вам все равно будет, что говорит мама. А правильно, ну не нравится, не ешь, ну не дарите подарки, не готовьте, и все будет хорошо. Потому что вы сами туда лезете. Мама говорит, мне не нравится, вы опять готовите. Мне это не понравилось, подарки, вы опять подарки покупаете. И все только потому, что вы думаете, что брата она любит больше. Я думаю, что это не так, но многие дети почему-то так считают. Меня здесь поправили. Мама, я замерз? Нет, ты проголодался. Спасибо. У нас есть, да, звоночек? Здрасте. Добрый вечер. Как вас зовут? Наталья. Наталья. Я из Ростова-на-Дону. Прекрасно. Недавно был там, кстати. Хороший. Я раньше просто не знала. Взял сразу 2 ведра раков, но второе ведро уже не смог съесть. Да, действительно. Но знаете, я хочу поговорить об этом. Вот мне 56 лет. Я ем раков примерно лет 48. И я думал, что я знаю все, пока не попал в город Ростов-на-Дону. Когда я попал в город Ростов-на-Дону, я вдруг выяснил, что у раков не туловище отрывают, а сначала панцирь, где голова. Да. То есть, представляете, это для меня откровение было. Я думал, уже типа рак же это не космический корабль, правильно? Там не так все сложно. Оказалось, что я понятия не имел, как его едят. Дальше у нее печень находится около головы. Но что самое интересное, у нее находится икра, когда она еще около головы. Потому что когда она уже под хвостом, ее есть невозможно. Ну, да. Я стал отличать
самок от самцов. Я раньше понятия не имел. По виду задницы. Теперь я понимаю, где. Но это еще не все. Оказывается, на панцире, который где голова, там еще есть тонкий слой жира, который сковыривают и тоже едят. Да. У меня прям вторая жизнь началась. Я на радости взял прямо 2 ведра. Одно съел, а второе уже не потянул. Надо снова поехать в Ростов и поесть раков. У меня бывший супруг занимается грузоперевозками. Он говорит, он ездит часто на Москву и говорит о том, что надо, говорит, в Москву обязательно привезти раков. Мне, говорит, остановил ДПС и говорит, привезите нам раков с Ростова. Не, в Москве есть, но это другие. Вообще раки в мире есть только 2 видов, правильные. Это донские и севанские. Но Севан, это вообще в Армении находится. А из ближайшего, это, конечно, Ростов. А то, что в Москве, я, кстати, вчера ел раков, это вообще не то. Но мы не о раках сегодня. Да, еще я хочу сказать, мне очень режет слух всем слово «раковое». Александр, раковое, это не то, что вы подумали. Это кафе, где раков дают. Но я бы заменил что-нибудь типа лангустинная какая-нибудь, креветочная. Ну, поехали. Ваш вопрос. Смотрите, как бы у меня сын 14 лет, и он очень увлекается политикой. Навального, да? Смотрит. Нет, я не бедная, я выслушиваю все это, комментирую, как бы иногда высказываю свое мнение, иногда соглашаюсь с ним, иногда говорю, что может оставить их в покое. Вот я даже не знаю, как в этом случае быть. Ждет выборы. Я же говорю, бедный малыш. Послушайте, вам это нравится, слушать это про политику? Нет, потому что я никакого отношения к этому не имею. Ну, скажите ему, сынок, к сожалению, у нас не совсем по теме разговор. Я не хочу, мне это не интересно. Это вообще женщина редко любит про политику поговорить. Поэтому просто это... Мама, это неблагодарные уши. Если тебе интересно, найди парня, вот такого же подростка или какого-то мужчину, и с ним разговаривай. Женщина, как правило, не интересуется политикой. Добрый вечер. Как избавиться от мнения окружающих, обрести уверенность в себе? Благодарю. У меня прям так лекция называлась. Как избавиться от низкой самооценки, обрести уверенность в себе. Вот так она называлась. Это очень взаимосвязанные вещи. Друзья мои, подумайте сами. Чем выше у вас самооценка, тем меньше вас интересует мнение других людей. Теперь спросите себя, а почему вам вообще важно мнение других людей? Вы считаете, что вы глупее, чем они? Вы считаете, что они умнее вас? И еще такая деталь. Люди бывают разные. Есть родственники, есть друзья, коллеги по работе. А еще отдельная песня – это зависимость от мнения начальства. Например, какой вы работник, хороший или плохой, какой вы исполнитель и так далее. Вот здесь вступает в такую значимую достаточно для человека вещь, вступает его, его мысль о том, что он зависит от начальника. Что начальник, в принципе, это его кормилец. Что начальник — это вообще вот тот Господь Бог, который прямо на земле, прямо вот в этом кабинете рядом сидит. Потому что если начальнику нравится, как он работает, этот человек, он будет работать. Дети будут есть, будет ссуда за квартиру выплачиваться и так далее. Если начальник считает, что мнение начальника, так сказать, негативное, то мир рушится. Работы нет, все голодают. Друзья мои, я еще в 8 классе, когда учился, я читал, вы не поверите, Карла Маркса. Том «Капитал». Врать не буду, где-то на 40-й странице меня стало тошнить и укачивать, но я ходил прямо по школе с этим кирпичом в виде тома «Капитал» и всем рассказал, что я его знаю. Что я оттуда успел с 40-й страницы вынести? Вот это вот знаменитая история прибавочной стоимости АБЦ. Говоря по-русски, те, кто из вас зависит от мнения начальства, помните вот что. Тот рубль, который вы приносите вашему начальнику, не знаю, компания, какой-то структуре, частной или государственной, вы лично уносите 10 копеек в лучшем случае. То есть с рубля 90 копеек вы зарабатываете для руководства, и только 10 копеек там ваше. Поэтому кто кому больше нужен и кто в ком более уверен, это очень относительный вопрос. Вам кажется, что
вас облагодетельствовали и приняли вас на эту работу, и такого просто золота больше не будет, и вы боитесь, и вам важно мнение начальника по любому поводу, и вы трясетесь, и переделываете, и переспрашиваете, и так далее. А он думает вот что. Какой человек, работает за копейки, деньги не приносит, миллионы, ни на что не ропщет, всем доволен, мечтает человек, не дай бог он от меня уйдет куда-нибудь. Подумайте об этом на досуге. Добрый вечер. Михаил очень зависел от мнения окружающих, потом развелась, обратилась к психологу, подняла самооценку и довольна жизнью. Спасибо психологам. Вопрос, как реагировать? А это, видимо, Наталья и была. Кстати, если сыну 14 лет, он зависит от, в скобочках, Навального. Да никак не реагировать. Ни на сына, ни на Навального. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Зовут меня Александр. У меня вопрос по поводу моей супруги. То есть она очень сильно зависит от мнения мамы своей. Так. Ей 30 лет, мне 32. И очень много разговоров в семье у нас про отношения мамы к дочке. В смысле? И про отношения... как мама, ее мама относится к ней. То есть как она ее иногда достает, там какими-то... Жена жалуется на маму или что? Да. Так. Как мне ей помочь, чтобы супруга, не зависела от меня, что ей было бы как бы все равно, что там мама... А вы можете пример привести то, что супругу ваша расстраивает из того, что мама делает или говорит? Например? Миллион вещей, например... не знаю, воспитание детей она может давайте, сказать. примерчик. Конкретный. Как-то даже сложно сейчас вспомнить. А жена ваша рядом? Нет. Жаль. Какой-то пример такой, чтобы мы время много на это не теряли, просто короткий пример. Живой. Из свежего что-нибудь. Так. Это касается, в принципе, разных областей. Любую область. Давайте уже скажем. Супруга, например, то, что не работает, например. Так. Не нравится маме ей то, что она не работает. Так. И хочется, чтобы карьерный рост был, понятно. Чтобы бизнес, чтобы я понял. Значит, и жена как бы расстраивается, когда мама ей делает замечания, да? В принципе, да. Если она скажет, мама, если я вас захочу спросить, вы первый об этом узнаете, что будет дальше? Скажем, еще у супруги моей просто нет, не хочет ей на конфликт идти. То есть, в принципе, ей не нравится много что. И она даже бесится, иногда как бы так зло что-то выскажет, что даже мама обидится на какую-то тему. Но в целом все-таки ей не хочется прям провоцировать и идти на конфликт. Вы знаете, я тут вот что хочу объяснить. Проблема заключается в следующем. Пока ваша жена не поставит, я по-другому не могу выразиться, вашу маму, то есть свою маму на место, она не повзрослеет. Она будет маленькой 5-летней девочкой, которая страдает от маминой критики. А она не 5-летняя девочка, а взрослый человек. К сожалению, без конфликта это не обойдется. Но для того, чтобы перестать реагировать на мамины выпады, критику и все остальное, к чему у нее уже психика просто сформирована с детства, ей надо сказать: мама, я вас очень люблю, прямо как родную. Но чтобы нам нормально общаться, вы не будете говорить вот это. Почему мне это неприятно? Мама, конечно, может сказать, как ты с дочерью, как ты с матерью разговариваешь, может сплакнуть, может кричать начать. Если ваша жена проявит выдержку и силу воли, то мама вынуждена будет подчиниться, и дочь будет делать следующим образом. Они разговаривают, мама пытается слиться опять в этот никому не нужный разговор. Дочь говорит: мама, целую, пока, давай в другой раз поговорим. И кладет трубку. Ты как с матерью, ты что так... Мама, когда ты, знаешь, как с детьми разговаривают такими нервными, говорит: успокойся, и сразу мы с тобой решим вопросы. Пока ты рыдаешь и кричишь, мы с тобой не будем ничего обсуждать. И через, по моему опыту, это 2 месяца примерно займет. Мама будет у нас шелковая, любимая, комфортная. Дочка будет целовать. Почему? Потому что у нее дочка выросла, дочка стала взрослым человеком. С ней можно говорить на равных.
пока это детский сад, в который ваша дочка играет, ваша жена играет со своей мамой, изображая 5-летнего ребенка и боится к тому же с мамой поссориться. Это будет до тех пор длиться, пока она не повзрослеет. И мы сейчас говорим не о маме. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Алина. Алина, рассказывайте. Мне 29 лет, если это важно. И важно, у меня потому что по голосу отношения... 17. Спасибо. Да. Выгляжу тоже хорошо. Но у меня все отношения развиваются по одному и тому же сценарию. То есть изначально мне человек как бы безразличен, я просто встречаю мужчину, а потом, если я ему начинаю нравиться, то... Алина, сразу вопрос. Сразу вопрос. Это имеет отношение к нашей теме? Да, конечно. Рассказывайте дальше. То есть мне человек безразличен, но как только я чувствую, что с его стороны появляется симпатия, он мне тоже начинает быть симпатичным. То есть я покупаюсь на его отношение ко мне. То есть, когда вы нравитесь кому-то, вы как бы что, из благодарности, что ли? В чем тут дело? Меня сразу просто начинает тянуть к человеку, потому что я ему нравлюсь. Хорошо, а бывает, когда вам человек сам по себе нравится первый? Он еще рот открыть не успел, а вам он уже понравился. Бывает Нет, такое редко бывает. Но бывало хоть раз в жизни? Нет, я такого не припомню. Вы в школе учились? Да. Вам мальчики нравились в школе? Да, но там была такая история, что мне мальчик понравился, а как только я ему понравилась, там все наоборот случилось, что он мне разонравился. Подождите, он вам понравился первый, да? То есть вы на него обратили внимание до того, как вы вообще узнали, как он к вам относится. Я правильно вас понял? Да. Были такие случаи после школы, в 18, в 20 лет, когда вам какие-то парни нравились, и вы не знали, как они к вам относятся, но они вам уже нравятся? Да, может быть, очень редко. Вообще, если вы хотите быть сильным человеком, сильные люди всегда выбирают сами, понимаете? А вот дальше вы очень правильно говорите. У здоровых людей это должно быть взаимно. Если вам нравится мужчина, а вы ему не нравитесь, и он продолжает вам нравиться, это невротично. А вот если вы ему тоже нравитесь, это и есть взаимная любовь и прекрасные отношения. Понимаете? Да. Что должно поменять ваши... чтобы люди вырывались из этого круга, когда вот покупаешься на симпатию. Может, я не знаю, то, что в детстве недолюбили. Вы знаете, я не фанат психоанализа и детства. Я вам предлагаю другое. Я предлагаю выбирать вам самой. Вы говорите, на самом деле, тоже правильные вещи, потому что человек должен сам выбирать. И выбирать тех людей, которым он нравится. Выбирать должны вы. А вы говорите, вот я не знаю, как к мужчине относиться, он мне не нравится, начинает проявлять ко мне интерес, я ему нравлюсь, и тут же он мне начинает нравиться. Меня все устраивает, кроме того, что вы изначально вам не нравится. Давайте начните с себя. Скажите себе, я тут буду выбирать, кто нравится. А полный игнор мнения окружающих, это нормально? Делает только то, что хочет, договаривается тяжело, объяснение в одно ухо улетает, в другие вылетает, продолжает делать то, что хочет, слушается только если умение совпадает мнением старшего. Жесткое бывает редко, только если опасно. Но это Яна из Казани. Яна не пишет, про кого она говорит. То ли про ребенка, то ли про мужа, то ли про отца, то ли про маму. Непонятно. Игнорирует мнение окружающих в каком смысле? Если вы человек адекватный и меняемый, то, конечно, вы приходите, например, к врачу и спрашиваете его мнение по поводу своей болезни. Вы же не псих, который вообще ни у кого ничего не спрашивает, потому что сам все знает. А если окружающий навязывает человеку свое мнение, он их должен игнорировать, потому что он их не просит, он их не спрашивает. Вот вы мерите платье в магазине, а продавщица говорит, вы знаете, а плохо на вас сидит. Говорит, спасибо, дорогая моя. И дальше принимаете решение сами. Или можете сказать, спасибо, я как-нибудь сама пешком постою. Если нужно будет, я спрошу. То есть здесь надо самой попытаться научиться принимать решения, не опираясь на мнение других людей. Михаил, постоянно пытаюсь какие-то мелочи, как-то по мелочи помочь людям, даже если они не просят. Например, на контрольной в школе могу предложить однокласснику, это нам ребенок пишет, Кате 17 лет, да, помочь с заданием, если видишь, что он не справляется. Мне нравится, когда мои усилия действительно приносят пользу, но иногда это становится причиной стресса. Нужно помочь и точка. Что это? Зависимость от чужого мнения, желание понравиться или какой-то внутренний альтруизм как потребность? Вот Катя как копнула.
Катенька, не знаю, что это, но просто завязывайте предлагать людям помощь, если они вас об этом не просят. Это еще Хазанов шутил, что он старушку через дорогу перевел, а ей нужно было вообще в другую сторону. Не надо людям навязывать свою помощь, когда они вас об этом не просят. Более того, нас слушают многие родители, которые тоже должны брать себя в руки и не стараться за детей все делать, если ребенок вас об этом не просит. Делает ли он уроки, учится ли он кататься на самокате или велосипеде, пытается ли он сам ходить, не знаю. Он может попросить, если он не просит, не надо вместо него, за него это делать. Михаил, приветствую. Мне нравится, человек пишет: позвоните мне, пожалуйста. И не телефона, как сказал Бендер, старушка мама будет рада, но адреса не оставил. Михаил, приветствую. У меня, в зависимости от мнения окружающих, причина известна, крайне низкая самооценка, настолько, что сложно выкарабкаться самому. Что идет из детства, что посоветовать делать, кому идти? Психотерапевт, Антон спрашивает. Но вы можете пойти к психологу, психотерапевт это уже, я думаю, перебор. Что делать? Первое, а то у нас программа уже медленно катится к завершению, а я еще не дал никаких практических советов. Даю. Друзья мои, первое, дорогие женщины, возьмите в качестве эксперимента, встаньте утром, вот как вы в постели лежали, в ночной рубашке, в пижаме, я не знаю, не чесаная, не подходя к зеркалу, не накрашенная, сверху накиньте пальто и идите за хлебом. Вы должны прямо тащиться от того, что на вас смотрят, я не знаю, ржут, пальцем показывают. Чем больше вы будете независимы в этой ситуации, тем выше будет ваша самооценка. Дорогие мужчины и женщины, работающие на разных работах, не ходите к начальнику и не спрашивайте, хорошо ли вы сделали или плохо. В конце концов, если хорошо, то вы получите деньги в виде зарплаты, а если плохо, вам об этом тоже скажут. Не надо бежать впереди паровоза. Пусть сам начальник скажет, что его что-то не устраивает. Не надо спрашивать детей, что было в школе, какие оценки, сделали уроки. Пусть ребенок сам начинает учиться принимать свои решения. Дети, перестаньте бегать к родителям по каждому поводу. Попробуйте сначала что-то сами сделать, что-то решить, но только в крайнем случае. Если вы не понимаете, у вас не получается, вы не знаете как, но тогда к родителям. И то не про все, а только про то локальное, что конкретно вы не можете сделать. Люди дорогие, перестаньте вообще спрашивать, например, продавцов в магазине, идет вам, не идет, сидит, не сидит. Попробуйте свое мнение уже. Для этого нужно просто закрыть свой рот, смотреть на себя в зеркало, прямо хоть до закрытия магазина, и ждать, когда вы что-то почувствуете. Вы начнете доверять своему мнению, вы доверять тому, хорошо это или плохо. У вас другая жизнь начнется. Вы знаете, какое это счастье, когда вы все знаете, когда знаете про себя. Я не знаю, правильно это или неправильно, это, кстати, не важно. Важно, что у вас высокая самооценка, вы в себе уверены, и все у вас хорошо. И вам не нужны другие люди вместо костылей, чтобы они вас поддерживали в тот момент, когда вы не знаете, правильно ли вы поступаете или нет. Научитесь доверять своим желаниям, научитесь понимать свои желания, и все у вас будет хорошо. Пока.